Привет! Вы на канале Climate Change. С наших выпусков вы узнаете о климате и катаклизмах, с которыми людям приходится сталкиваться в эти суровые дни, и как обостряется климатическая ситуация в мире. Последние произошедшие стихийные явления и происшествия с разных уголков мира. В Москве в понедельник днем прошел сильный дождь. В некоторых районах выпало до 70% от месячной нормы осадков. Грозовые ливни затопили дороги, нарушили движение трамваев, автобусов и электробусов. Из-за затопления станции Ясенево прерывалось движение на южном участке Калужско-Рижской линии. Позднее стало известно, что сильные ливни парализовали движение поездов в обе стороны на открытом участке Филеевской линии. Из-за сложных погодных условий было затруднено движение поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД между платформами Савеловская и Бескудникова. Много подтоплений наблюдается в юго-восточных и юго-западных районах Москвы, а также в центре города. Предлагаем вам посмотреть кадры с места событий. Щелканье. На Китай 25 июня обрушились два сильных торнадо, которые повредили дома, повалили тяжелые уличные конструкции и разбросали автомобили. Во время непогоды погибли по меньшей мере 8 человек. Местные власти выразили опасения, что число погибших может вырасти. Первый торнадо прошел по уезду Баочан в автономном регионе Внутренняя Монголия. Смерч разрушил много домов. Жертвами стихии стали 6 человек. Второй смерч обрушился на городской округ Гуюань в провинции Хэбэй всего через несколько минут после первого. Некоторые жилые дома и хозяйственные кирпичные постройки были сметены. Сообщается о гибели 2 человек. По предварительным данным, оба смерча имели статус F3. Специалисты проводят оценку ущерба. Если статус подтвердится, это означает, что Китай пережил 6 торнадо F3 всего за месяц. Кроме того, Китай также страдает от черных дождей и наводнений. Такой уровень предупреждения выдается, когда количество осадков превышает 70 мм. На юго-восток американского штата Мичиган 25 июня обрушились сильные дожди, вызвав наводнение. Власти объявили в пострадавших районах чрезвычайное положение. Одну из автострад возле Детройта заполонили потонувшие машины, оставленные водителями. Больше всего от непогоды пострадал город Детройт и округ Уэйн. В округах Окленд и Макомб наводнение перекрыло дороги. Из-за сильного ветра около 40 тысяч зданий в регионе остались без электричества. Согласно информации Национальной метеорологической службы Детройта, за сутки до 26 июня в Гарден-Сити выпало более 167 мм осадков. Службами экстренной помощи были спасены десятки водителей. Паводок был настолько глубоким, что виднелись лишь крыши легковых машин. Водолазы проверяли салоны автомобилей. Вышло предупреждение о дальнейших сильных штормах и проливных дождях. Дополнительную опасность создают разрушительные порывы ветра, возможные торнадо. На Лондон обрушился шторм и торнадо. Были повреждены дома, и сообщалось о внезапных наводнениях после шторма в Баркинге, Восточный Лондон. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видны обрушившиеся садовые стены, кирпичи, разбросанные по улицам, и упавшие ветки деревьев, разбросанные по дороге. Однако проливной дождь и град от шторма вызвали наводнение на гораздо более обширной территории Восточного Лондона. Столичная полиция Биркинга и Дагенхэма говорит, что помимо удара молнии, мы видели сообщения о торнадо, но не можем это подтвердить. Сообщений о каких-либо жертвах нет. Офицеры поддерживают связь с местными властями, чтобы обеспечить поддержку всем, кто пострадал от материального ущерба, говорится в сообщении.
Это случилось после того, как ранним вечером 25 июня над Лондоном прошла узкая полоса штормов. Самый активный вулкан Индонезии, Мерапи, произвел очередное извержение в пятницу 25 июня. Из кратера вырвались раскаленные вулканические газы и хлынул поток лавы, который прошел по склонам около 3 километров. Согласно информации Центра вулканологии и смягчения геологических опасностей Джокьякарты, из быстро растущего лавового купола во внешнем кратере вулкана вырвалось по меньшей мере 6 сильных пирокластических потоков. Во время извержения вулкан гудел и грохотал. Части лавового купола рушились, камни и пепел лавиной сползали по юго-западному склону вулкана. О пострадавших пока не сообщалось. Облако пепла поднялось на высоту примерно 1 километра и распространилось на 1,8 километра к юго-западу от вулкана. В некоторых близлежащих городах и поселках прошел пеплопад. Людям, населяющим плодородные склоны Мерапи, не рекомендуется подходить к устью кратера ближе, чем на 5 километров. Вулкан Мерапи расположен на острове Ява. В последнее время он часто извергался облаками газа и производил выбросы пепла и лавы. Масштабное извержение огненной горы в 2010 году стало причиной гибели 347 человек. А тем временем по Киевской области прошла сильная гроза со шквалами и градом. Местами размер градин достигал 5 сантиметров. Льдины величиной с куриное яйцо изрешетили автомобили на улицах и повредили обшивку зданий. О небывало крупном граде сообщали очевидцы в селе Бобрица Бучанского района, а также в Боярке и Заборье. В Белогородке в крышу дома попала молния, вызвав возгорание. На место происшествия прибыли пожарные. Ранее метеорологи предупреждали об ухудшении погоды и возможном выпадении града 26 и 27 июня. Во Львове после ливней и гроз, накрывших город 25 июня, были повалены деревья, сорваны крыши некоторых зданий, подтоплены улицы. Целые районы остались без электричества и горячей воды. Как сообщил городской голова, всего за час во Львове выпало 30% месячной нормы осадков. Один человек был задет упавшим деревом. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. Ливни и грозы со шквалами прошли также в городе Ровно. Напомним, что в грозу лучше не пользоваться мобильным телефоном. Следует отключить электроприборы, закрыть окна во избежание сквозняков. Если гроза застала на улице, не следует прятаться под деревьями. Суровая погода вызвала перебои с электричеством в 9 областях Украины. Только в Киевской области без света остались 28 населенных пунктов. И на этом наш выпуск подошел к завершению. Как всегда, спасибо вам за просмотр наших выпусков и активность в комментариях. Оцените это видео лайком, нажмите на колокольчик и подписывайтесь на канал, если вы еще этого не делали. Ну и конечно, будьте бдительны, не будьте равнодушными к окружающим и берегите жизнь.